Пацаны, привет! Сегодня я сделаю распаковку и обзор этого корпуса. Вот эта коробка. Для больших материнских плат нужны большие корпуса. Так я попал вот на этот корпус. Итак, давайте его посмотрим. Но прежде чем смотреть сам корпус, я вам покажу основные моменты, которые меня интересовали при его покупке. То есть поддержка размерности плат. Меня интересовала вот эта вот плата ЕВВ. Остальные размерности вы здесь видите. Поддержка жестких дисков мы потом посмотрим. Цена этого корпуса 4400, эквивалент в долларах $60. Я покупал аж два таких. Графические карты здесь у нас 390 миллиметров максимально написано, 4 миллиметра стекло. Возьмем для начала инструкцию. То есть здесь вот такая вот инструкция идет. Подробно все варианты размещения жестких дисков, а также комплектация. Здесь винты и так далее. То есть комплектность у этого корпуса достаточно богатая. Собственно, по комплектности у меня эти корпуса в полусобранном состоянии. Такие, здесь куча таких винтов, креплений. Здесь такие подставки. Там один хомут, остальные я вообще не нашел. Где-то лежат. С боковой стороны корпус выглядит вот так вот. Здесь стеклянная крышка толщиной 4 миллиметра. Здесь у меня на винтах. Сейчас я их сниму, и мы уберем стекло и будем поподробнее рассматривать этот корпус. Вот так вот поставляется корпус с завода, помимо коробки и хорошей упаковки. Изначально корпус был упакован в пленку, по бокам здесь был пенопласт. То есть все в этом плане было нормально. Поставляется он здесь с таким вот кулером. То есть фирменный кулер идет здесь. Здесь сверху пылевые фильтра на вот таких вот магнитах. Достаточно удобно, я хочу отметить. Ну, кнопки, функционал здесь стандартный для многих корпусов. Передняя панель. Вот такая вот сетчатая. Здесь место для блока питания. Здесь крепления предусмотрены под жесткие диски. Задняя панель здесь у меня представлена вот так вот. То есть получается вот такая вот панелька. Здесь тоже есть отверстие. Здесь снова крепление для жесткого диска. Здесь для жестких дисков крепление. Сидит это крепление на таких винтах. То есть можно высунуть все. Также здесь, смотрите, крепление по всему корпусу под хомуты. То есть кабель менеджмент. Дело здесь можно, получается, в принципе, красиво. Под передней панелью здесь 3 вентилятора можно поставить. Вот он, разобранный второй корпус, полностью разобранный, голый корпус. Я на нем покажу, чтобы было понятно, то есть из чего себя представляет здесь голый корпус. Здесь, смотрите,
вот эти вот отсеки под кулера. То есть никаких решеток здесь нету. Сами понимаете, что любая такая решетка будет сопротивление потока воздуха. В свою очередь сзади место установки здесь кулера, здесь есть такая решетка. Вот эти вот крепления, кстати, вот такой сбоку винт. Смотрите, вот такая вот здесь откидная конструкция сделана, то есть как бы удобно очень. И снова вот это вот крепление вот так вот просто закрутить на винт. По другой части корпуса, то есть место, где стоит блок питания, здесь вот это вот крепление, здесь, как я говорил, все крепится на винтах, все это довольно-таки просто снять. Вот самой накладкой здесь. Вот она, эта накладка. Смотрите, с внутренней части. Вот так вот здесь по заводу все это делается. По USB портам. Здесь USB 2.0, USB 3.0, аудио и микрофон. Включение, перезагрузка. Здесь смотрите, внутри, то есть вот эта вот сетка. Здесь, вот видите, лежит пылевой фильтр. Вот он. То есть я его доставать не буду. Вот я его согнул. Вот он, пылевой фильтр. Здесь уже внутри этой сетки предусмотрен. Единственный минус, который я нашел в корпусе, наличие вот этого вот отверстия. То есть сюда, в обход пылевого фильтра, с самого низа будет попадать пыль. Также отмечу, что вот эта вот накладка самому корпусу, она становится идеально, то есть пластик корпуса очень хорошо подогнан к самому корпусу. По вот этим вот винтам, здесь крепление для материнской платы, то есть здесь под 7 слотов PCI Express предусмотрено. Я взял плоскогубцы, чтобы вам показать. То есть вот эти вот крепления под материнскую плату, по факту я закручиваю вот так вот плоскогубцами. То есть их не срывает. Вот здесь покажу, провода мешают. То есть их не срывает, они плотно вкручиваются вот к этой железной направляющей. И потом материнскую плату, то есть без проблем с винтов можно снять. Здесь достаточно много проводов по подключению. Как я буду его собирать, я вам попозже покажу. Подписывайтесь на канал, смотрите. То есть вот эти вот стандартные вентиляторы мы будем менять на ногти. У меня видео на канале есть, тоже посмотрите, кого интересует. Мы будем их ставить вот в этот корпус. Также по вот этому вот голому корпусу, так сказать, без ничего, здесь заклепки уже не родные. Вот этот корпус я изначально разбирал. То есть была мысль сделать стол из 3 корпусов. У меня их 3. 2 таких и еще один другой. Вот этот вот металл, кстати, здесь где-то 0,6. Он как бы нормальный, но его гнет. То есть получается выгинает корпус. То есть, но когда этот корпус вместе в связке, то есть
вся вот эта вот конструкция, она держится хорошо. То есть здесь материнскую плату не прогнет ничего, она будет нормально стоять. То есть по факту. Вот такое вот железо здесь в корпусе. Смотрите. То есть здесь явно не хватает усиления. Но в моем случае материнская плата, вот эта вот материнская плата, она очень тяжелая. Здесь вот этот башенный кулер, он весит около 1,5 килограмма. Процессор около 200 граммов. То есть, если я не ошибаюсь, здесь на 2х все. Еще нету модуля оперативной памяти, то есть по факту голая видеокарта в районе тоже 1,5 килограмма. То есть вот эта компоновка будет достаточно тяжелая. Также здесь блок питания очень тяжелый вместе с проводами. Вот эти вот косы проводов вы видите. Только поэтому я купил вот эти вот два корпуса. Думал изначально сделать стол, но отказался от этой идеи по одной причине. Проблема будет с расположением слотов дополнительных под PCI-Express. Также будет проблема по наличию и расположению вот этих вот накопителей данных. Здесь, смотрите, в ряд 10 штук. И здесь еще 4. Здесь 1. То есть вот эта вот материнская плата, она достаточно большая по объему накопителей данных. Мне вот этот корпус, он не позволяет разместить все жесткие диски. Также в этот корпус я не смогу вместить обычный, к примеру, DVD-ROM. То есть он мне как бы необходим. Чтобы скомпоновать вот это вот все, я купил вот этих вот два. То есть такая компоновка именно по горизонту с большим весом вот этих вот компонентов не будет продавливать, то есть сгинать вот эту материнскую плату. Ее не продаешь вниз, но согнуть, то есть за счет вот здесь вот этого вот веса, также видеокарты, они тоже не легкие. Материнская плата не согнется, не поломается, то есть по контактам. То есть вот так вот, как она сейчас лежит, это самое оптимальное ее расположение. Также еще момент по вот этим вот проводам. Одного блока питания здесь будет мало, когда система разрастется. Здесь необходимо будет ставить еще один блок питания сюда и уже подключать два блока питания, чтобы они все вместе работали, ставить все это дополнительное охлаждение. То есть по факту система будет вот такая вот большая, как этот ящик. То есть выглядит это будет вот так вот. По тому поводу, чтобы в этом корпусе, конкретно при сборке материнской платы, то есть вот это вот корпус самого со всеми вот этими вот элементами, то есть в этом корпусе ничего подпиливать не надо. То есть здесь очень хороший заводской, очень точный корпус. Смотрите, сейчас, к примеру, я вам показываю. Здесь по бокам есть вот такие вот отверстия по углам. Смотрите, здесь будет более удобно показать. Посмотрите вот на вот это вот крепление. То есть видите, здесь свет пробивается. То есть по всем вот этим вот четверым, видите, вровень идет. Все вот так вот именно в заводских условиях, то есть размечено. Здесь проблем там работать напильником, что-то подгоняя, здесь в
Вот этого вот не будет у вас. То есть это реально хороший корпус за оптимальные деньги, которые можно найти для крупных материнских плат. Если вам это видео было полезно, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. Всем пока!